Ты открываешь телефон на 5 минут. Просто проверить одно сообщение. Через 2 часа ты уже знаешь все о разведении аксолотлей, дедлайн не исчез, зато у тебя теперь есть хобби и легкая ненависть к себе. Это необычная лень. Лень хотя бы честная. А здесь мозг нажимает древнюю кнопку «Бежать». Только вместо ног у тебя большой палец и бесконечная лента. Сейчас разберем, почему эскапизм работает как обезболивающее и как отличить отдых от побега. Познакомьтесь с Уром. Ур не смотрит видео про аксолотлей. Во-первых, у Ура нет телефона. Во-вторых, если бы он был, Ур бы использовал его как плоский камень для орехов. Ур живет в саванне, где проблема обычно честная. Видишь опасность – беги, слышишь шорох – проверь. На тебя смотрит животное с таким выражением лица, будто ты уже включен в меню «Делай ноги». Для мозга Ура побег – не слабость. Побег – это премиум-подписка на завтра. Когда Ур убегает от реальной угрозы, его тело не философствует. Оно не спрашивает: «А может, это просто мой внутренний критик?» Нет. Сердце ускоряется, мышцы получают энергию, внимание сужается, мозг ищет выход. Все очень грубо, но эффективно. Угроза снаружи, действие понятное, результат быстрый. Убежал – жив. Не убежал, ну канал дальше ведет серый 1, и мозг запоминает этот урок. Если после действия стало легче, значит действие полезное. В природе это великолепно. Отпрыгнул от змеи – стало легче. Отошел от края обрыва – стало легче. Спрятался от грома – стало легче. Мозг такой: отлично, записываем. Повторить при следующей панике. Проблема начинается, когда тот же древний механизм попадает в современный мир, потому что у серого угрозы странные. Они не рычат, они приходят письмом, они лежат в налоговой папке, они мигают красной точкой уведомления, они называются «надо поговорить», и почему-то это всегда звучит хуже, чем на горизонте хищник. Мозг не идеально отличает физическую опасность от социальной, эмоциональной или рабочей. Он видит дискомфорт и предлагает старую проверенную схему – уйти. Только серый не может убежать от отчета в саванну. Он убегает в экран. Теперь представьте серого вечером. Он устал. На столе список дел, который выглядит так, будто размножается почкованием. Одно письмо, второй звонок, третье обещание самому себе с понедельника начать нормально жить. И тут мозг говорит: «Слушай, нам тяжело. Давай сделаем маленькую паузу. Очень маленькую, чисто научную. На 5 минут». Серый открывает видео. И происходит магия. Тревога падает, не исчезает, а именно падает на несколько сантиметров. Как будто кто-то убрал громкую сирену под подушку. И мозг радуется. Сработало. Проблема не решена, но стало легче. А мозг часто учится не по итоговому результату, а по немедленному облегчению. Это называется ловушка быстрого облегчения. Ты не закрыл задачу, ты закрыл ощущение задачи. И здесь эскапизм становится хитрым. Он не выглядит как враг, он выглядит как забота о себе. Я просто восстановлюсь. Я заслужил отдых. Мне надо переключиться. Иногда это правда. Нормальный отдых существует, и он нужен. Но побег отличается тем, что после него ты не возвращаешься сильнее. Ты возвращаешься с тем же делом, меньшим временем и внутренним комментатором, который шепчет: «Ну что, герой аксолотлей, как план по жизни?» Самое неприятное – мозг не обязательно злодей. Он правда пытается помочь. Если внутри неприятно, он ищет выход наружу. Скучно – дай стимул. Страшно – убери угрозу из поля зрения. Стыдно – отвлекись. Неуверенно – открой что-то простое, где не надо выбирать, отвечать, рисковать и быть взрослым человеком с квитанциями. Так формируется петля. Дискомфорт – побег, облегчение. Дискомфорт – побег, облегчение. Через какое-то время мозг начинает предлагать побег все раньше. Уже не когда совсем плохо, а когда просто неприятно. Нужно написать сообщение, сначала проверим новости. Нужно начать проект, сначала наведем порядок на рабочем столе. Нужно поговорить серьезно. Внезапно очень важно узнать, как делают сыр в Норвегии. Причем видео интересное, сыр уважаем, но задача-то осталась стоять в углу и молча смотреть. И да, это не только телефон. Эскапизм может быть сериалом, едой, покупками, играми, бесконечным планированием, даже полезным саморазвитием.
Человек может 3 часа смотреть ролики о продуктивности, чтобы не сделать одно письмо на 8 строк. Это уже не обучение, это побег в костюме отличника. Почему это так цепляет? Потому что современная жизнь часто дает угрозы без понятного финала. Ура, погнал лев. Сцена закончилась. Серого гонит неопределенность, и она может длиться месяцами. Деньги, работа, отношения, здоровье, новости, сравнение себя с людьми, которые в интернете встают в 5 утра и улыбаются салату. Мозг не рассчитан на бесконечный фоновый стресс. Он хочет хотя бы маленькую кнопку «выключить». И эскапизм такую кнопку дает. Но цена есть. Каждый раз, когда ты убегаешь от дискомфорта, мозг получает урок. Это чувство опасно, его нельзя выдержать. В следующий раз тревога становится убедительнее, а задача кажется еще больше. Не потому что ты слабый, а потому что мозг тренируется избегать, как мышца, только мышца, ой, потом. Вот почему фраза «просто соберись» часто не работает. Если бы все решалось силой воли, никто бы не лежал в 3 ночи с телефоном и лицом философа, который проиграл алгоритму. Нужен не героизм, а маленькое переобучение. Показать мозгу, что дискомфорт можно выдержать, а задачу можно трогать маленькими кусками. Как отличить отдых от побега? Первый тест. Что стало с тобой после паузы? После отдыха ты чуть живее. После побега ты как телефон на 1%, который еще и открыл 20 вкладок. Если отдых оставляет больше вины, тревоги и усталости, это уже подозрительно. Второй тест. Ты выбираешь паузу или пауза выбирает тебя. Нормальный отдых можно назвать честно. Я устал, беру 20 минут, потом возвращаюсь. Побег шепчет. Еще одно видео, еще 5 минут. Оно точно последнее. Я же взрослый человек. Через час взрослый человек знает историю римских туалетов и не помнит, зачем открыл браузер. Третий тест. После паузы ты возвращаешься к реальности или прячешься глубже. Отдых – это костер ура. Посидел, согрелся, пошел дальше. Побег – это когда ты строишь вокруг костра крепость и табличку. Меня нет, я восстанавливаюсь. Что делать? Не запрещать себе отдых. Запреты часто делают побег только вкуснее. Лучше поставить маленький мост обратно. Например, я смотрю одно видео, а потом открываю документ на 2 минуты. Не делаю все, а просто касаюсь задачи. 1 абзац, 1 звонок, 1 файл. Мозгу важно получить новый опыт. Неприятно, но не смертельно. Еще помогает назвать чувства. Не я ленивый, а я тревожусь. Не я безвольный, а я избегаю неприятного старта. С ленью непонятно, что делать, а с избеганием можно работать. Финальный вывод. Эскапизм – не доказательство, что ты сломан. Это древняя система спасения, которая попала в мир дедлайнов, уведомлений и бесконечных рекомендаций. Ур убегал, чтобы выжить. Серый убегает, чтобы на минуту не чувствовать. Но если научиться возвращаться, побег снова становится отдыхом, а не клеткой с красивой заставкой. В следующий раз спроси себя: я сейчас отдыхаю или прячусь? И если прячусь, спасибо, мозг, заботу принял. А теперь возвращаемся. Хотя бы на 2 минуты.